Согласно информации, распространенной йеменским телеканалом «Эль-Масвайра», стало известно о назначении денежной награды за устранение премьер-министра Израиля. Ответственность за объявление вознаграждения взяли на себя йеменские хуситы, вооруженное шиитское движение, поддерживаемое Ираном. При этом официальный Тегеран категорически отрицает любую причастность к данному инциденту, утверждая, что действия хуситов были инициативой исключительно самого движения и не координировались с иранскими властями. По сообщениям представителей хуситского командования, устранение главы израильского правительства, по их мнению, может стать ключевым шагом к прекращению многолетнего конфликта между Ираном и Израилем. Лидеры движения заявили, что нынешнее руководство Израиля ведет агрессивную политику, направленную на постоянную эскалацию в регионе, и что только кардинальные меры могут привести к миру. На этом фоне Соединенные Штаты, являющиеся одним из главных союзников Израиля, пока воздержались от официальных комментариев по ситуации. В то же время в кругах американской дипломатии выражается обеспокоенность резким ростом напряженности, особенно на фоне событий последних дней. Напомним, что несколько дней назад ВВС США и Израиля нанесли серию воздушных ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. Операция была представлена как ответ на разведданные о подготовке Тегераном к возможному обогащению урана выше допустимых уровней. В результате ударов были повреждены объекты вблизи Исфахана и Натанза. Тегеран незамедлительно отреагировал, атаковав несколько американских военных баз в Ираке и Сирии, используя баллистические ракеты средней дальности. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп в своем аккаунте на Truth Social заявил, что между Ираном и Израилем было достигнуто временное перемирие. Однако уже утром стало известно о новых ракетных обстрелах со стороны Хамас и Хезболлы по северным районам Израиля, а также о продолжении артиллерийских ударов Израиля по югу Ливана и по приграничным районам Сирии. Напряженность не спадает. Ситуация в регионе остается крайне нестабильной. Израиль продолжает поддерживать повышенный уровень боевой готовности, особенно в контексте угрозы возможного индивидуального теракта против руководства страны. Служба внутренней безопасности Израиля усилила охрану премьер-министра, а также проводит оперативные мероприятия по выявлению потенциальных угроз. Тем временем международное сообщество призывает стороны к сдержанности. Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание для обсуждения обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В то же время аналитики опасаются, что хуситская акция может спровоцировать новую волну насилия и привлечь к конфликту еще больше игроков, включая ливанскую Хезболлу, шиитские группировки в Ираке и даже Турцию. Пока что никакие дипломатические усилия не дали ощутимого результата. Переговорные инициативы, включая посредничество Катара и ОАЭ, наталкиваются на взаимные обвинения сторон и отказ от компромиссов.